Киргизию я увидел впервые в октябре 1917 года. Сюда принес меня из Чехословакии ураган Первой мировой войны. И он стал двигаться в сторону России. Уж когда началась Первая мировая война, он славянин, он очень не хотел воевать с русскими, с Россией. Собственно, перешел границу, оказался на стороне России. Царские власти объявили: иностранцы, вы уж или в ту сторону уходите в свои страны, или тогда подальше от границы, потому что ситуация была такая, что не нужны были ни шпионы, ни лишние глаза, ничего. Вот. Ну и дед, собственно, и двинулся куда-нибудь поглубже от границы, подальше. Вот так он оказался в Средней Азии. Я сроднился со здешними людьми, и край этот стал считать своей второй родиной. Глухой была тогда эта окраина бывшей Российской империи. Называлась она Семиречьем. Кроме мелкого кустарного производства, никакой промышленности здесь не было. Было воззвание Ленина к пролетарию всех стран, в котором он просил, чтобы пролетарии помогли строить молодое советское государство. И тогда уже Рудольф Павлович зачитал вот это воззвание Ленина. У меня тогда сразу родилась мысль, что в этой помощи остро нуждается далекая Киргизия. И натолкнул меня на мысль создать в Киргизии промышленный кооператив из чехословацких рабочих. Идею эту горячо одобрил Центральный комитет Компартии Чехословакии. В городе Жилине состоялось организационное собрание, на котором я рассказал о чудесной стране снежных гор Киргизии с ее плодородными степями, жаждущими воды и труда человеческих рук. Так и родился наш кооператив, который я предложил назвать «Интергельпо», что на усовершенствованном языке эсперанто означает «взаимопомощь». Состав полностью готов, а руководитель не едет с ними, потому что его не отпускает правительство. А как они могли отпустить? А им хотелось хоть как-то это дело остановить, потому что, конечно, Чехию надо было саму восстанавливать, строить новое государство. Первый эшелон кооператива «Интергельпо» в составе 360 человек прибыл благополучно на станцию Пишпек. Жители столицы Киргизии устроили приезжим рабочим из Чехословакии радушный прием. Интергельповцы выгрузились из вагонов в голую степь. Жить было негде, поэтому привели в порядок полуразрушенные землянки, а затем взялись дружно за кирки, лопаты, запрягли трактор, затем приступили к строительству жилых домов и заводских корпусов. Некоторые не выдержали и вернулись обратно, но таких было мало. Вот есть такие люди на самом деле, наверное, вот дед относится к этим людям, которых идеи несут какие-то очень мощные идеи, идеи очень нужные человечеству, такие мощные, что этого человека сопровождает всегда события тоже, очень большого масштаба события. Я и думаю, почему один человек мог сдвинуть так многое? Это то, что он на самом деле сделал. Еще в военные годы он, вслед за своими сыновьями, он увлекся альпинизмом. Он вел людей, причем так, он вел с флагом обязательно. Они шли через весь Пржевальск, группа за ним. Шли на восхождение, и вершины называли. То вершина Пучика,
чехословацко-советской дружбы. Причем это были первовосхождения. И он водил не только проживальских альпинистов, стали приезжать альпинисты из самой Чехословакии. То есть он продолжал работать в своем направлении. Он старался сделать все, чтобы люди разных стран все-таки объединялись и имели очень много общего. В начале 2000-х приехала в Пржевальск. Я перешла улицу на другую сторону и постучалась на того дома, где когда-то наши ровесницы, подружки жили. Вышла старушка, по всей видимости, мама этих девочек. Вышла, а я ей говорю: вы знаете, я вот внучка Рудольфа Павловича, который тут жил. Она мне даже не дала договорить. Она кинулась мне на грудь, рыдала, плакала. И говорит: вы знаете, вот пока он жил здесь, у нас была жизнь. Здесь было столько людей, столько всего было. Приезжали машины, люди. Было так весело, было так интересно. А когда он уехал, все, жизнь закончилась и для нас. Все, ничего больше тут нет.